ситуация 16-17 марта. Это, чтобы вы понимали, 93-й год. Это сильнейшее наступление на город Сухуми. То есть был штурм, один из сильнейших штурмов, когда Сухуми все-таки устоял в связи с тем, что грузинская артиллерия тогда очень сильно, как говорится, поработала на языке военных, скажу. Вот. Наступление в перемирие было на самом... Народ не ждал этого штурма, думали, в перемирие все будет нормально. Ну, очередной раз сорвали это перемирие, как и последний раз это случилось, и Сухуми вообще пал. Вот. И 16-17 марта отец с этим Колей находятся дома у нас. Чтобы вы понимали, отец каждый год делал по 2-3 тонны вина каждый год. Вот. У нас большой погреб был, такой толстые стены, бетон, арматуры. Вот. И бочки стояли на рельсах, большие бочки с вином стояли. От 50-литровой и до 200-литровой бочки там стояли разные. Вот. Вино в основном было Одесса, ну, Изабелла. Черное вино у нас называют, а так красное вообще вино считается, да? Вот. И 16-17 марта сильная бомбежка идет, прям город трясет, как говорится. Со всех орудий лупили, начиная от простого гранатомета, заканчивая градом. То есть город горит весь, а мы еще лучхоз, это 300 метров позиции. То есть шальные пули залетают в дом. То есть все как бы горит вокруг. Наш дом спасало только то, что стояла пятиэтажка рядом, и перед нами находился пакзавод, то есть где делали ящики для мандаринов этих. Вот. И либо попадала в этот пакзавод, либо в пятиэтажку, либо перелетала. То есть, ну, как-то спасала дом. Всю войну простоял дом, вот все вокруг, все дома попались, сгорели все, а наш дом устоял. Вот. Ну, частные дома в округе, там вот в нашем переулке, сколько было, 1, 2, 3, 4 дома, и все сгорели. Вот. И этот Коля паникует вовсю, то есть, Могели, что делать, нас убьют, мы, то есть, пострадаем. То есть, во время бомбежки они находятся в доме, и паника идет вовсю. И отец взял его, спустил в подвал Колю и налил ему пол-литровую кружку. Вина была пол-литровая кружка, и он налил ему вина Изабеллы этой. И говорит, давай, говорит, выпей, Коля. И он выпил пол-литра, но не успокаивается. Могели, раукна, все равно опять прочитает. Он ему вторую кружку вместе с ним еще выпили. Отец мог выпить спокойно 3 литра вина, как для него ничего не было. Это выпить спокойно мог 3 литра вина выпить за столом. Вот. И еще пол-литра ему дал, но он уже легче себя ведет, но все равно паники. И когда третью, говорит, я ему, говорит, налил, и все, смотрю, мой Коля в кайфе, уже песни запел, даридури, и все у него уже под взрывы, у него как этот барабан, как доли у него уже. Он уже, то есть, ну, навеселее стал, ну, все-таки человек отошел. И отец говорит, в этот момент света не было. Света не было, а телефоны работали, городские телефоны. Ну, не знаю почему, но работали в этот момент телефоны. И, говорит, слышу, там наверху звонок идет, ну, бесперебойно звонят. А все-таки пошел, поднялся вот туда, к этому телефону. Поднимает трубку, и звонят друзья как раз, вот, кто вот жил на Веме, и вот с этих, ну, кто на высотах жил. Говорит, Могели, что ты там делаешь, как ты остался, мы еще надеялись, что ты все-таки уехал, но решили позвонить, да? И отсюда слышат, как кто-то песни поет.
То есть наш Коля выпил 3 бокала вина, и у него дарит дури, песня, все хорошо. И этот друг спрашивает, говорит, Могели, Вимгери, кто, говорит, поет? Коля Мгерисо, что не Коля Ода. Рам Герепсо, Перана Икцева Ода, Мас Рам Герепсо, да. Вот, то есть, говорит, весь мир переворачивается, говорит, а он, говорит, как песни, говорит, поет, говорит, что, говорит, с ним случилось, говорит, ну, он ему объяснил, вот. И вот такая ситуация, с улыбкой, конечно, отец мне это с улыбкой все рассказывал, все, ну, мы-то видели все это, эту войну, и понимаем, что это такое, и когда люди там пишут нам, что про войну, что-то такое, не дай бог кому-то это видеть. Это страшно, страшно, страшно. Как мы выезжали, я помню этот момент, как на корабль, отец нас сажал на корабль, этот момент очень хорошо помню. Один из, ну это я вам потом расскажу еще в следующем видео, как это происходило. Ну, моменты не из приятных. Вот. Страшно это все вспоминать. И не дай бог дети, чтобы это все увидели. Вот такие вот истории сухумские. Для тех, кто именно сухумчане посмотрят это видео, интересно, конечно, вот всякие, особенно веселые какие-то сухумские истории вспоминать, даже если пускай они связаны с этой войной, чтобы народ как-то в Сухуми такой город был интернациональный, чтобы как-то вспоминать его. Все так вспоминают в Москве, когда мы сухумчане собирались, прям вот это вот, кто-то, особенно старое поколение, когда рассказывает, как они на выходные в пятницу могли просто, что будем делать? Что будем делать? Полетели в Москву, быстро домой заскочили, душ приняли, оделись, самолет там что-то 30 чем-то рублей, они говорили, стоил билет. Запрыгнули в пятницу туда, и как вот в Мимино там вот погуляли в ресторане там 2-3 дня, и в воскресенье уже обратно в понедельник на работу выходили. Вот так вот они жили у них. А лето, когда начиналось, когда сезон отдыхающих, это вообще там столько историй с этим связано, что когда рассказываю, там можно... Мне сколько было, 12 лет, когда война началась, поэтому мы не дошли до этого поколения. Вот. А кто постарше, там, Сухуми очень колоритно вспоминает, и как все национальности между собой дружили, и какая-то трагедия для всех потерять такой город, и такую дружбу, такое отношение соседское, родственное. Кто в Сухуми знает, и кто вообще с Сухуми связан как-то, он знает, о чем я говорю. И напишите что-нибудь, особенно сухумчане. Я даже чью-то историю с удовольствием расскажу. Встречу с каким-нибудь из нашего, из Сухуми, чтобы он рассказал эту историю. Как-то именно тема, вот особенно мне интересна, про Сухуми и про Абхазию. Любые истории интересны, все, и надеюсь, и людям тоже, я думаю, интересно. Особенно нашим это будет очень интересно услышать, кто-то узнает там кого-то в этой истории, кого-то знакомого вспомнить там, потому что имена называются, и это прям интересно. Я думаю, это будет эти видео между тем, как я вот, ну, я занимаюсь недвижимостью, но все время про недвижимость рассказывать, это как бы по делу все, но еще, конечно, интересно какие-нибудь истории, разбавлять контент, поэтому жду вашей реакции. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Вот. Что-то, конечно, и этот канал я отдельно веду именно, чтобы политику никакую не замешивать на канале Василинов Батуми. Там именно про нашу жизнь, все. А вот что касается там, особенно там Абхазетии, это боль для нас, для беженцев особенно. И там такие комментарии начинаются, что ну, я не хочу, чтобы там это все происходило. Там бывает грязными прям словами это все прям так оскорблять пытаются там. Ну хорош, успокойтесь уже. Это диванное комментаторство.
неправильно вы себя ведете, это мое мнение. От того, что вы там напишите комментарии, ничего не изменится, а вы показываете свой уровень, своего воспитания, скажем так. Вот так вот скажу. Вот. Писать надо тому, правительству надо писать, если вы что-то хотите сказать. А здесь вот простому народу высказывать, что-то показывать свое какое-то там. Ох, какие герои многие, аж написали. И прям, чтобы именно вот так вот себя вести. Мы гордый народ и должны показывать себя, что мы выше вот этого всего. Это мое мнение, конечно. У каждого свое мнение, каждый может высказывать свое. Мы демократичное государство, но я считаю, что то, чему нас учили наши предки, не надо от этого отходить. От того, что как мужчина начнет много болтать, это не будет красить мужчину. А женщина тоже не должна позволять себе лишнее испокон веков в Грузии. Так что всего доброго.